как сделать гречку в 3 раза вкуснее. Потому что все мы привыкли, гречка часть нашего рациона, она скучная, ты ее просто отварил. Но сегодня я с вами поделюсь 3 вкусными, быстрыми рецептами, которые вас удивят, вы их полюбите, и гречка станет действительно в 3 раза вкуснее. Меня зовут Мария Мироневич, и мы начинаем готовить гречку. Наливаю 2 столовые ложки растительного масла на сковороду для того, чтобы оно разогрелось. 1 целую луковицу нарезаю тонкими полукольцами. Масло разогрелось, загружаем туда лучок, распределяем по сковороде. И сейчас я сразу перчу, для того, чтобы от перчика остался аромат, а острый вкус ушел. Лучок у меня обжарился около 3 минут, пора приготовить соус. Отправляю 3 зубчика чеснока, следом добавляю немного моего любимого базилика орегано. Вы можете использовать те приправы, которые любите вы. Я базилик орегано, вы знаете, практически везде добавляю. Еще немножечко перчу, немного присаливаю. И добавляю 3 столовые ложки 20% сметаны. Теперь наша задача все смешать и превратить во вкусный сметанно-луково-чесночный соус. Прибавила огонь до максимального и добавляю в сковороду литр воды. Сейчас перемешивать не нужно. Накрываю крышкой и жду, пока наш с вами соус закипит. Наш соус закипел. Отправляю туда 250 граммов промытой гречки. Огонь я убавила до среднего. Накрываю крышкой и буду варить 15-20 минут до готовности гречки. 15 минут прошло, гречка почти готова, осталось буквально несколько минут. Самое время добавить кое-что, что сделает нашу гречку вкуснее. Я смочила руки в воде. Здесь у меня 300 граммов куриного фарша из грудки. Вы можете использовать любой фарш, который есть у вас. И делаю фрикадельки или по-модному митболы. И один за другим отправляю в наш соус. Именно поэтому мы с вами воды в гречку добавили больше, чем нужно. Для того, чтобы был соус. Итак, все наши фрикадельки уже готовы. Наша задача погрузить их во вкусный сочный соус. Это делается очень просто. С помощью ложки подготавливаем ямочки и загружаем туда наши фрикадели. И частично они приготовятся на пару. Остается накрыть крышкой и оставить на среднем огне до готовности и фрикаделек, и гречки. Аромат просто чудесный. Наше блюдо готово, и самое главное, за точно то же время, что вы просто отварите скучную гречку на гарнир, вы приготовили вкуснейшее, ароматное, полноценное блюдо на ужин для вашей семьи. Гречка в шикарном соусе сливочном с чесночком и с фрикаделями. Вы можете использовать любой фарш. Обязательно так приготовьте. Гречка может быть даже не 3, а в 5 раз вкуснее. Приятного аппетита! Нам понадобится для следующего рецепта 2 морковки. Сковороду я, кстати, уже поставила разогреваться. Морковку сначала разрезаю на вот такие ломтики, а затем режу не крупной соломкой. Масло разогрелось, отправляем ломтики моркови на сковороду. 1 среднюю луковицу нарезаю мелким кубиком. Лучок отправляю в сковороду к морковке. Немного перчу и перемешиваю для того, чтобы овощи пассеровались равномерно. Еще у меня 400 граммов обычной белокочанной капусты. Кочерышку я уже убрала. Отрезаю кусочек и тоненько шинкую капусту. И капустку мы с вами также отправляем в сковороду к нашему луку и морковке. Теперь необходимо хорошенько перемешать и оставить где-то на 5-7 минут для того, чтобы овощи пассеровались и уменьшились в объеме. Еще у меня 400 граммов грибов, это шампиньоны. Их я нарезаю достаточно крупно. То есть, если шляпка крупная, то режу где-то на 3 части. Если поменьше, то на четвертинки. 7 минут прошло, капусточка отлично подрумянилась. Отправляем в сковороду грибы и теперь перемешиваем. Буквально 3 минуты грибочки наши схватились. Самое время добавить столовую ложку томатной пасты. Вы можете добавить больше или меньше. Я опять добавляю базилик и орегано. Это опять дело вкуса. И необходимо все перемешать для того, чтобы наш томат пассеровался. Огонь я прибавила до максимального, добавляю 750 мл воды и накрываю крышкой, жду закипания нашего соуса.
Наш соус закипел. Самое время посолить. Конечно же, делаем это по вкусу. Действительно вкусно уже и так. Но мы с вами делаем гречку в 3 раза вкуснее. Я добавляю 250 граммов промытой гречки. Перемешиваю и оставляю до готовности на среднем огне под крышкой. 15 минут прошло. Гречка готова. Идет пар, аромат просто безумный. Овощи, капуста, грибочки, гречка, все, что нужно для вкусного обеда или ужина. Отправляем на тарелку. К такому блюду отлично подойдет любой сметанный соус, либо вы можете просто добавить сметану, или можете не добавлять ничего. Все, что нужно для вкусного блюда, здесь уже есть. Просто посмотрите, какая красота. И вот гречка заиграла совсем другими красками и, конечно, новым невероятным вкусом. Приятного аппетита! Следующий рецепт прост в своей гениальности. Лук я разрезаю на четвертинки и вот такими четвертинками тоненько нарезаю одну среднюю луковицу. Еще у меня 2 зубчика чеснока. Вы можете взять больше или меньше, или отказаться от чеснока совсем. Чеснок я тоже меленько нарубаю. Лук и чеснок отправляю в сковороду, которая находится на минимальном огне. То есть масло еще не разогрелось. Как раз чесночок прогреется вместе с маслом. У меня 550 граммов хорошо разваренной гречки, это практически гречневая каша. Я добавляю 100 миллилитров молока, вы можете использовать воду. И с помощью обычной вот такой мелкой толкушки превращаю в гречневое пюре. Вы можете использовать блендер или не разминать гречку совсем. К гречке добавляю полкило куриного фарша. По вкусу перчу, у меня смесь перцев. Немного присаливаю. И нам остается вымесить фарш для наших супер вкусных. И это просто хит в моей семье. Любят и взрослые, и дети. Мешаем фарш до однородного состояния. 200 граммов твердого сыра я натираю на крупной терке. Лучок и чеснок немного поджарили, становятся прозрачными. Добавляю 200 мл молока. Сейчас я прибавлю огонь до максимального, для того, чтобы соус наш схватился и начал закипать. В это время я присаливаю. Добавляю перчик по вкусу. Какая красота, аромат просто невероятный. Вот это сочетание лука, чеснока, молоко придает сливочный вкус. То, что нужно для очень вкусного блюда с обычной гречкой. Уже все начинает закипать, значит самое время добавить сыр. Он отлично сейчас растворится у нас в нашем горячем соусе. И мы с вами получим невероятно вкусный и, как вы видите, простой в приготовлении сырный соус. Помешиваем все интенсивно, для того, чтобы сыр не зажарился, а растворился в молоке. Вот такая красота получилась. Добавляю пол-литра воды, для того, чтобы у нас было достаточное для всех гречаников количество соуса. И оставляю по-прежнему на самом большом огне, для того, чтобы соус закипел. Соус супер-мега сливочно-сырно-чесночный закипел. Вы видите, как кипит отлично. И сразу в соус отправляем наши гречаники. То есть лишней работы никакой, где-то что-то обжаривать, потом томить в соусе не нужно. Все готовится сразу, быстро, вкусно и в одной сковороде. Таким образом леплю все наши гречаники. Накрываю крышкой и оставляю на медленном огне на 10 минут, чтобы они заготовились и пропитались вкуснейшим соусом. 10 минут прошло, открываем крышку, посмотрите, какая красота. Наши с вами гречаники готовы, еще они с огромным количеством восхитительного сырного соуса. Они получаются невероятно нежными, никаких яиц, хлеба и еще чего-то совсем добавлять не нужно для того, чтобы приготовить вкусный ужин. Достаточно гречки и куриного фарша. Давайте скорее отломим кусочек нашего вкусного гречаника. Посмотрите, какие они получаются нежные, они сочные. Это то, что нужно для отличного, быстрого приготовления и простого ужина. Обязательно приготовьте гречку в 3 раза вкуснее.
Вот так самые простые акценты добавления соуса нескольких продуктов, просто добавив овощи, можно получить намного более вкусную гречку. И не только, про это в следующих видео. Если вам нравятся наши рецепты, наши видео, оцените нашу работу, поддержите нас, пожалуйста, лайком. Конечно же, подписывайтесь на канал, впереди много вкусных, простых рецептов из обычных продуктов. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра и, конечно, чтобы ваша гречка была в 3 раза вкуснее.